Когда вам говорят, что я ем очень мало, но не худею, соблюдение этих правил, которые придумали спортсмены, пару килограмм, и вам покажется, что вы похудели. На самом деле... Всем привет, друзья! Вот уже 25 лет я занимаюсь фитнесом как любитель, а последние 8 лет участвую в соревнованиях. В зависимости от задач тренировочного цикла я вес немного поднимаю или снижаю. Поэтому я придерживаюсь некоторых правил. И, на мой взгляд, этих правил должны придерживаться не только спортсмены, но и все люди, которые снижают свой вес. Потому что мы ведь не хотим потерять свою силу, выносливость, мы не хотим потерять мышечную массу, мы хотим сжечь лишний жир. Правило первое – нужно придерживаться дефицита калорий. Когда вам говорят, что я ем очень мало, но не худею, это все лишь от того, что за вами никто не следит. Если к вам представить специального человека, который будет следить именно за четким потреблением вашего рациона, то вы непременно похудеете, если находитесь на дефиците калорий. Самый значительный эксперимент в истории человечества был проведен в 1944 году в Соединенных Штатах в Миннесотском университете. Он так и вошел в историю под этим названием Миннесотск. 36 человек снижали свой вес в условиях четкого контроля за их рационом. Они получали ровно столько пищи, сколько они получали, и больше они нигде ее не могли получить. И эти люди все похудели в среднем с 70 до 50 килограмм за 6 месяцев. На рационе 1570 калорий ежедневно. Дефицит калорий нужно поддерживать относительно длительное время. Невозможно быстро похудеть за 2-3 дня, за неделю. То есть на самом деле вы сожжете свой гликоген, с гликогеном уйдет вода, вы потеряете за сутки, за двое пару килограмм, и вам покажется, что вы похудели. На самом деле это, конечно, никакое не похудение. Для того, чтобы похудеть, необходимо поддерживать дефицит, по крайней мере, несколько месяцев. Примерно мой темп похудения 1,5 килограмма в месяц. А снижать вес примерно по полкилограмма в неделю, это считается вот такой хороший темп. Если у вас слишком большой вес, то вы, конечно, можете снижать вес несколько быстрее. И в начале вашей диеты эти темпы будут больше, и со временем они у вас замедлятся. Правило третье. Обязательно следите за тем, чтобы получать правильное количество белка. В упомянутом мной миннесотском эксперименте люди, которые в нем участвовали, получали ежедневно 48 грамм белка, 28 грамм жира. И остальные калории, до 1500, они добирали за счет углеводов. Такая диета ни в коем случае не может считаться здоровой. Людей в этом эксперименте специально доводили до состояния, в котором находились люди в концентрационных лагерях. Собственно говоря, и цель эксперимента была приобрести опыт, как выводить людей из состояния истощения, в котором они находились. Миллионы людей были в концентрационных лагерях во всей оккупированной Европе, и поэтому американцы решили приобрести такой опыт для того, чтобы их восстановить. Во время снижения веса необходимо получать как минимум 1,5-2 грамма белка на каждый килограмм своего веса. Я вешу сейчас где-то 81-82 килограмма, и я слежу за тем, чтобы получать минимум где-то 150-160 грамм белка каждый день. Если вы будете получать достаточное количество белка, то снижение веса будет у вас происходить как раз в основном за счет жира, и потеря мышечной массы не будет такой критичной. Правило четвертое. Обязательно давайте своему организму физическую нагрузку. Часто люди спорят о том, какая физическая нагрузка более выгодна для того, чтобы похудеть. Самый простой способ – много ходить или легко много бегать. Час, полтора, даже 2, и сжечь за это время достаточно большое количество калорий. Нам рекламируют всякие упражнения для похудения. Обещают, что если вы будете подпрыгивать на месте, заниматься какими-то упражнениями вроде аэробики, то у вас непременно будет тонкая осиная талия. Если вы можете эти упражнения на коврике в своей комнате делать 1,5-2 часа, то это, конечно, будет еще круче, чем ходить по улице или бегать трусцой. Но я не знаю, выдержите ли вы просто эти 1,5-2 часа. Если у вас получится, то и ради бога. Я еще раз подчеркиваю, что самое главное – это длительная нагрузка, потому что если вы долго делаете какую-то нагрузку, то вы больше сожжете в результате калорий. И правило пятое. Обязательно нужно делать силовые тренировки.
Наряду с какими-то кардиотренировками, которые вы можете делать достаточно длительное время и сжечь достаточно много калорий, обязательно нужно давать какую-то силовую нагрузку на свои мышцы. Организм должен получать сигнал о том, что ему нужны ваши мышцы. Потому что во время дефицита калорий организм сжигает все лишнее. А мышцы являются лишним с точки зрения организма, потому что они ведь больше всего потребляют калорий. Поэтому чем меньше у вас мышц, тем больше вы сохраните энергии в будущем. И если вы не даете организму сигнала, что они вам нужны при помощи ваших силовых тренировок, то он их сожжет еще и вперед, чем жир. Я сейчас готовлюсь к соревнованиям по бегу, и мне нет такой возможности и нет необходимости делать много упражнений со штангой, но тем не менее каждый день во время разминки я делаю такую круговую силовую тренировку на все группы мышц. Наверх, на середину туловища и на ноги. Соблюдение этих правил, которые придумали спортсмены не спортсменами, будет очень полезно всем людям, которые решили снизить свой вес. Потому что 60 или даже 50 килограмм у девушки, 90 или 80 килограмм у мужчины могут выглядеть совершенно по-разному. Надеюсь, вам будет полезно это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи на тренировках и соревнованиях. Всем пока!